Сегодня речь пойдет не о гигиене, в основном не о гигиене. Потому что баня– это не про мытье. Помыться люди прекрасно могли и без бани. С конца ледникового периода люди замечательно мылись в реке, в озере, в море, после дома, в пещере, при необходимости подогрев воду на печке или на костре. На значительном протяжении истории люди вообще практически не мылись и не переживали по этому поводу. В европейском средневековье существовало устойчивое убеждение, что от мытья можно заболеть. И учитывая санитарное состояние тогдашних общественных бань, это было совершенно правильное наблюдение. Так что я буду рассказывать не о банях для помывки тела, а о бане как средстве очищения души. Жар, пар, пот, веник, философские разговоры, Шерлок Холмс и доктор Ватсон в одном углу, Фандорин в другом и чуток волшебных грибов для усиления эффекта. Добро пожаловать в баню! Разумеется, баня – это и про чистоту тела тоже. Потребность в очищении появилась у человека рано и инстинктивно. Понятия нечистоты физической и нечистоты духовной сложно переплетались. Поскольку на ранних этапах развития цивилизации болезни были как бы частью нематериальной жизни и связывались с богами, проклятиями и проблемами души, то и очищение сложным образом функционировало как на самом прямом уровне. Счищение грязи было приятно и полезно физически, так и на спиритуальном. Духовная нечистота, вызванная преступлениями, требовала такого же акта очищения, как физиологические отправления. Все это был один комплекс проблем. Никто не сомневался, что вы могли физически заболеть, совершив грех или преступление. Проказа считалась наказанием за грехи, сифилис. Точно так же ритуальное, но вполне реальное омовение обеспечивало милость богов. Японцы убеждены, что их традиции общественных бань укоренены в синтоистских обрядах ритуального очищения мисоги-хараэ. И ислам только формализовал и кодифицировал обязательные практики омовения перед контактом со всем священным, существовавшие у кочевых арабских племен с языческой древности. Омовения могли совершаться как водой, и люди купались в священном Ганге, окунали младенцев в купель, так и другими субстанциями, как, к примеру, бедуины омывали руки перед молитвой в раскаленном песке пустыни. В шаманских практиках люди очищались, пройдя через дым костров. Помазание елеем тоже является рудиментом древних в Египте еще существовавших практик очищения растительным маслом. Вином можно было очиститься. В джайнизме ритуал очищения производится молоком и медом. Однако довольно быстро выяснилось, что горячая вода работает лучше всех. Никто не знал, что она убивает микробы, но многие видели, что она лучше смывает грязь, обеззараживает раны, что она ослабляет боли. Если помните, излишний энтузиазм по поводу горячей воды свел в могилу проектировщика Бруклинского моста Джона Рёблинга. Вообще, для многих древних культур тепло было чистым благом. Огонь, горячие источники, раскаленные на солнце камни давали людям возможность выжить и почувствовать себя лучше. Итак, из жара и воды появились первые прототипы бань. Народы древней Мезоамерики строили дома тепла, темаскаль. Из камней или кирпичей складывался маленький домик, в котором разводили костер и нагревали на огне большие камни. Если вылить на них воду, то темаскаль наполнялся горячим паром. И в этом пару отдыхали воины после битвы или спортсмены после церемониальной игры в мяч. Его также использовали для лечения больных и во время родов.
Выяснилось, что если на камне плескать не просто воду, а настои целебных трав, то можно было эффективнее унимать боль, и, если повезет, даже напрямую общаться с богами. Многие индейские племена Северной Америки до сих пор используют инипи – конструкцию из прутьев, покрытую шкурами, такой вигвам для общения с духами. В центре земляного пола делается углубление для нагретых камней. Камни раскаляют снаружи на костре и заносят внутрь, после чего вся конструкция герметично закрывается. И на горячие камни льют настои из трав, цветов и грибов. В духоте и жарком паре галлюциногенных чаев человек входил в состояние транса и общался с предками. Для индейцев эти sweat lodge, ритуальные парилки, были и остаются важной частью духовной культуры. Если для наваха они были по преимуществу лечебной практикой, причем исцелять в них пытались как физические недуги, так и душевные, то, к примеру, для Аджибе они были частью духовного квеста по поиску своего истинного имени и животного покровителя. Это ни в коем случае не был приятный расслабляющий опыт. Это было очищение через страдание. Человеку становилось реально плохо внутри. Поэтому эти обряды в обязательном порядке проводятся под руководством обученного шамана, и глупые белые туристы периодически умирают в самодеятельных ритуальных парилках. Пожалуйста, пожалуйста, не пытайтесь устраивать ничего подобного у себя на дачах, начитавшись этнографических книжек. Бани для удовольствия, для расслабления появились первыми, пожалуй, в Японии, стране с неуемной тектонической активностью, где греть воду было не нужно. Чуть ли не в каждой деревне имелся свой термальный источник – ансен. Точно неизвестно, когда люди впервые начали купаться в ансенах, но исторические записи показывают, что история этого явления насчитывает не менее 1300 лет. Японцы, надо заметить, исторически не боялись запаха серы и не ассоциировали его с преисподней. Ансены считались священными и обладающими целебными свойствами. Они были маленькими благословениями богов земли и природы. Люди путешествовали к знаменитым ансенам, ища исцеления от болезней. Было замечено, что теплая вода облегчает боли, а теплая минеральная вода и вовсе имеет долгосрочные лечебные свойства. Монастырские бани на горячих источниках стали обыденной частью японской средневековой жизни. Больным, бедным, старикам позволяли бесплатно посидеть в теплой воде. Это был акт милосердия. Остальные платили монастырю небольшую плату за пользование. В период Эдо гравюры укиё-э превратили ансены из монастырских лечебниц в модные спа, вокруг которых развивается развлекательная культура. Люди начали посещать ансены не только для лечения и в рамках религиозного паломничества, но и для общения, чтобы расслабиться, закрутить романы с гейшами, то есть как часть светской жизни. Кстати, в Японии купальни стали разделять по половому признаку только в XIX веке с проникновением западной культуры и христианства. А до этого все спокойно сидели в них голышом и в шок приходили только если туда заявлялся человек, покрытый татуировками. До сих пор как ансены, так и традиционные японские бани, сенто, очень косо смотрят на посетителей с татуировками, потому что с их точки зрения это знак принадлежности к якудза. В 2016 году Японское агентство по туризму настоятельно рекомендовало операторам ансенов разрешить иностранным клиентам с татуировками пользоваться ансенами. Сейчас большинство ансенов пойдут навстречу растатуированному иностранцу, но не удивляйтесь, если вас попросят прикрыть вашу татуировку, налепить, к примеру, пластырь поверх. Интересно, что в Европе натуральные горячие источники использовали для бань гораздо реже. И не только потому, что там
их просто меньше, и они менее доступны. Даже в Древнем Риме, в Италии, где тоже полно вулканов, воду для бань в подавляющем большинстве случаев кипятили на печках. Крайне редко римские термы стояли на термальных источниках. Никто не хотел затыкать выхлоп кузницу вулкана, как я поняла. В древнеримской культуре и обществе бани играли важнейшую роль. Это было одним из самых распространенных повседневных занятий, которое объединяло все общественные классы. Значение бань для римлян было настолько велико, что именно бани первыми строились на новых завоеванных территориях. Римлянина отличало от варвара то, что он, в частности, регулярно мылся и не носил штанов. Большие общественные бани, построенные на деньги казны, напоминали современные спа-курорты, поскольку там можно было не только помыться и попариться, но и заняться спортом, поплавать и позагорать, сделать массаж и другие косметические процедуры, закусить и выпить в приятной компании и даже почитать в библиотеке. Самые большие из них, термы Диоклетиана, могли вместить до 3000 купальщиков за раз. Плата за вход была вполне разумной и соответствовала бюджету большинства свободных римлян. Построив акведуки, римляне получили достаточно воды не только для сельскохозяйственных и промышленных нужд, но и для организации отдыха. Вода из акведуков поступала в огромные бронзовые котлы над печами в термах, которые не только грели воду, но и отапливали все помещение. Эта система отопления называлась гиппокауст. Полы терм строились приподнятыми, и под ними по трубам циркулировал горячий дым из печей. По другим трубам горячая вода подавалась в бассейны. Посещение терм было довольно ритуализировано и занимало много времени. Посетитель проходил через целый ряд специализированных комнат и последовательных действий. Из аподитерия, где купальщик хранил свою одежду, он направлялся в типидарий, теплую комнату, где разогревался и очищался. Посидев там, он перемещался в кальдарий, горячую парилку, и, прогревшись как следует, шел во фригидарий, холодную комнату с прохладным бассейном. В некоторых банях также имелся лаконикум, сухая комната для отдыха, где посетитель завершал процесс, отдыхая. Поскольку мыла для мытья людей тогда еще не было, мыло вообще удивительно долго существовало исключительно для мытья посуды и стирки, то, собственно, очищение тела по-римски представляло собой интересный процесс. Римские бани часто имели внутренний двор, палестру, который использовался для физических упражнений – бокса, метания диска, борьбы. Считалось, что, поупражнявшись сначала и хорошенько вспотев, под слоем специальных масел, которыми умащивали кожу, человек очищается, потому что токсины выходят из спор и смешиваются с маслом. И это масло вместе с потом и грязью специальные служители типидария соскребали с вас таким скребком, стригелем, который вы, к примеру, видите на картине Альма Тадемы. Она так и называется – «За типидариум». В термах, кстати, было отдельное женское отделение с отдельным входом. Поскольку в бане ходили как богатые, так и бедные, у клиента была прекрасная возможность поговорить с патроном, у бедняка получить приглашение на ужин высокопоставленного человека, друзья встречались там поболтать, а политические союзники сговориться против политических противников. Термы были предтечами клубов, как спортивных, так и социальных. Прямым наследником римской термы стал ближневосточный хамам. После расширения арабо-мусульманского правления на большую часть Ближнего Востока и Северной Африки мусульмане быстро приспособили баню предыдущих захватчиков к своим собственным нуждам. В мусульманском обществе необходимость совершать омовение перед молитвой легко обосновала необходимость общественных бань. Архитектура хамамов развивалась
из планировки римских бань и тоже представляла собой амфиладу комнат. Раздевалка, холодная комната, теплая комната и горячая комната. Заметным отличием хаммама от римских бань было отсутствие бассейнов для купания, поскольку ислам требует мыться проточной водой. Вода поступала как по сохраненным и реставрированным акведукам римских времен, так и по подземным каналам от горных источников или поднималась рабами из глубоких колодцев. А в самых засушливых местах на крыше ставили цистерны для сбора дождевой воды, которую потом процеживали через песок. В городах у каждого хаммама была квота на воду, и специальные стражи воды надзирали за ее расходом. Использованная вода отводилась для полива садов. Мыло для тела все еще было роскошью. Большинство людей просто энергично растирались губками и специальными полотенцами. Большинство исторических хаммамов использовали какую-либо производную от римской системы гиппокауста под полом для отопления. Горячий воздух из печей направлялся по трубам под полом парилки, прежде чем подняться через пустотелые стены и выйти из дымоходов. Печь топили всем, что было под рукой, от древесины до коровьего помета, древесной стружки из мастерских плотников и даже оливковых косточек из прессов, делавших оливковое масло. Купола и своды парных были пронизаны небольшими звездчатыми отверстиями и световыми люками, которые пропускали рассеянный солнечный свет, позволяя при этом выходить излишком пара. Потолок и стены были облицованы лакированными плитками или мрамором. Вестибюль часто был одной из самых богато украшенных комнат с центральным фонтаном, окруженным скамьями. Примерно к X веку во многих хаммамах начали отводить отдельное время для женщин, после чего хаммам начал играть огромную роль в общественной жизни мусульманок, у которых не было другой возможности для неформальных встреч. В кафе они не ходили. Появляются чисто женские хаммамы, которые стали местами развлечений, где можно было послушать музыку, потанцевать и поесть в компании подруг. Было принято посещать хаммамы перед свадьбами или религиозными праздниками, отмечать там рождение детей, обмениваться советами по красоте и по хозяйству. Женщины также посещали хаммам, чтобы оценить потенциальных жен для своих сыновей. В свою очередь, наследниками хаммамов стали викторианские турецкие бани, которые посещали Холмс с Ватсоном. Турецкая баня – наша с Холмсом слабость, читаем в рассказе «Знатный клиент». Я не раз замечал, что именно там, в приятной истоме парилки, мой друг становился менее замкнутым и более человечным, нежели где бы то ни было. На верхнем этаже бань на Нортурнберленд-авеню есть укромный уголок, в котором стоят рядышком две кушетки. На них-то мы и лежали 3 сентября 1902 года, в день, с которого начинается мое повествование. Викторианская эпоха стала свидетелем замечательного возрождения и адаптации древних банных традиций, кульминацией которых стало создание турецких бань по всей Британии и в ее колониях. Они возникли в Ирландии в 1856 году, благодаря инициативе британцев, поездивших по Ближнему Востоку и впечатлившихся тамошними банями. Но, разумеется, будучи людьми просвещенными и западными, они в значительной степени основывали свои бани не на оттоманских, а на древнеримских стандартах. Поначалу было много споров о том, как их назвать. Многие утверждали, что их следует называть римской баней или ирландской римской баней или англо-римской баней. Но новые бани в конечном итоге стали называть турецкими, потому что в сознании широкой общественности, много лет читавшей рассказы путешественников о загадочном Востоке, бани накрепко связывались с восточной экзотикой. В результате возник современный гибрид, в архитектурном плане следовавший мавританским и византийским образцам, с арками, мозаичными стенами, фонтанами и куполами. Внутри же были все достижения промышленной революции, включая
эффективные системы отопления и канализации. И римская последовательность комнат от прохладной к горячей парилки. Интересно, что в викторианской бане особое внимание уделялось сухому теплу в противоположность влажной, насыщенной паром атмосфере настоящих ближневосточных хамамов. То есть технологически они были скорее предтечами современных саун. Эту модификацию вызвало развитие медицины и убеждение, что сухое тепло более полезно для здоровья, и оно снижает вероятность распространения болезней, поскольку сухость помещений позволяла поднимать температуру воздуха очень высоко. Викторианцы окончательно возвели бани в ранг гигиенических заведений. Как сообщает нам доктор Ватсон, врачи рекомендовали баню от простуд и от болей в суставах, а также чтобы успокоить старые ноющие раны. Чистота тела стала важной частью ритуала. В баню приходили не только расслабиться и сделать массаж, но и помыться. Мыло для тела наконец-то получило широкое распространение. В результате, в отличие от более ранних средневековых европейских бань, которые часто ассоциировались с распущенностью и болезнями, и поэтому в этот высоконравственный и гигиеничный ролик они не вошли, викторианские турецкие бани были представлены как торжество науки, гигиены и моральной добродетели. Знаменитые московские сондуны как раз были построены, точнее заново отстроены, по образцу викторианских турецких бань. Именно из их окна прыгает ястребом голый Фандорин в романе «Статский советник». В романе они проходят под псевдонимом Петросы. Недавно открывшиеся близ Рождественки Петросовские бани уже успели стать одной из московских достопримечательностей. Еще несколько лет назад здесь было одноэтажное бревенчатое здание, где мыли за 15 копеек, пускали кровь, ставили банки и резали мозоли. Приличная публика в этот грязный пахучий сарай не заглядывала. Однако объявился у бань новый хозяин, человек европейской хватки, и перестроил Петросы по самому последнему слову мировой техники. Возвел каменный палас с кариатидами и атлантами, пустил во внутреннем дворике фонтан, стены облицевал мрамором, понавесил зеркал, расставил мягких диванов, и бывшее копеечное заведение превратилось в храм неги, которым не побрезговал бы и сам изнеженный Гелиогабал. Но, конечно, до городских турецких бань в России уже была собственная национальная традиция бани с обильным паром и акупунктурным массажем березовым веником и устоявшимся обычаем прыгать после парилки в снег. Археологические находки подтверждают наличие бань на землях восточных славян задолго до первых письменных упоминаний. Благо, воды и дров вокруг было много. В отличие от античных и восточных купалин, где купание было частью городской жизни, русская баня долго оставалась явлением сельского быта, но потом пришла и в города. Древнерусские истопленные хижины, описанные путешественниками в IX-X веках, представляли собой небольшие постройки с печкой-каменкой, на которую плескали воду для создания влажного пара. Это, кстати, отличало русскую баню от, в принципе, исторически близкой финской сауны. В бане температура сравнительно небольшая и много пара, когда как в сауне очень жарко и очень сухо. Баня в русской культуре имела некоторый шаманский языческий смысл. Несмотря на недовольство православной церкви, крестьяне аж до XX века зачастую снимали крестик перед входом в баню, потому что это было место, где сильна нечистая сила. Темнота, нагота, волшебство, лечение, рассказы о баннике, специальном домовом, живущем в бане. Все это делало баню немного схожей с индейскими ритуальными вигвамами. В баню обязательно шли перед важными событиями, перед свадьбой, перед походом. Там омывали покойников перед похоронами.
И в бане сжигали послов обидевшего тебя государства. С легким паром. Страшное место. Ни в коем случае не рекомендовалось мыться в одиночку, особенно с наступлением сумерек. Веники имели не только практическую, такая массажная мочалка, но и мистическую защитную функцию. Для этого в них добавляли травы, зверобой, мяту, полынь. Они отгоняли нечистую силу, а вместе с ней болезни. Нельзя было оставлять веник в бане. Дурная примета. Он заселится нечистью, которая отберет у тебя здоровье. Нечисть – это микробы. В средние века Россия, в отличие от Западной Европы, продолжала регулярно мыться, что впечатляло иноземцев. Немецкий ученый Алиарий, Адам Ольшлегер было его настоящее имя, совершивший путешествие в Московию и Персию в 1633-39 годах, писал, что русские крепко держатся обычая мыться, и поэтому во всех селениях у них множество общественных и частных бань. Русские, сообщает Алиарий, могут выносить сильный жар, от которого они делаются все красными и изнемогут до того, что уже не в состоянии оставаться в бане. Они выбегают голые на улицу, как мужчины, так и женщины, и обливаются холодной водой. Зимой же, выбежав из бани на двор, валяются в снегу, трут им тело, будто мылом, а потом снова идут в баню. Иди в баню. Русская паровая баня принципиально отличалась от своей ровесницы финской сауны тем, что в банях печка нагревает камни, на которые выливается вода, создающая горячий пар, который, в свою очередь, обогревает помещение. В саунах же печь непосредственно нагревала воздух, поэтому первые финские сауны были очень миниатюрными. Эти ранние сауны, как правило, представляли собой вообще землянки, выложенные камнями, около которых разводили огонь. Фактически сауна была печкой, в которой сидели люди. В русской печи, кстати, тоже можно было помыться, это делали. В саунах же можно было не только мыться, но и, к примеру, коптить мясо и рыбу. Само слово «сауна» финского происхождения и очень-очень старое. Вообще-то оно может обозначать просто дом или избушку. Основной принцип традиционной сауны прост. Высокая температура, обычно от 70 до 100 градусов Цельсия. За этим, как правило, следует быстрое охлаждение, погружение в ледяную воду или катание по снегу. Предполагается, что этот контраст между жаром и холодом укрепляет кровеносную систему и иммунитет, и в целом способствует физическому восстановлению. Современная наука действительно обнаружила, что регулярное посещение сауны улучшает работу кровеносных сосудов, снижает кровяное давление и снижает риск сердечных заболеваний у в целом здоровых людей. Людям не вполне здоровым нужно быть крайне осторожными с баней. Баня – это фактически контролируемый тепловой удар, который вызывает бурную выработку эндорфинов и улучшение настроения. А обезвоживание приносит пресловутое ощущение легкости после бани. Но вы, даете. Снижение мышечных и суставных болей от тепла тоже, конечно, никто не отменял. Поэтому любители бани утверждают, что выходят из парилки обновленными. Но, в принципе, баня может быть очень опасной и даже смертельна для людей с некоторыми заболеваниями и просто ослабленных. В наше время сауны стали общемировым помешательством. Традиция сауны была внесена в список нематериального культурного наследия человечества. Сегодня сауны можно найти по всему миру, как в их традиционном виде, работающими на дровах, так и в современном инфракрасном варианте, который я вообще не понимаю, как работает. И вы меня в нее не заманите. Вы этого от меня никогда не добьетесь, гражданин Гадюкин. Потому что я вообще не понимаю бани. Не помывочные городские центры, куда ходят, когда в доме надолго отключают горячую воду, а именно настоящие бани с парилками, с вениками, жаром, с традициями.
Неважно, будь это простая деревенская банька или супертехнологичная сауна в спорткомплексе, я все их обхожу по большой дуге. Я в этом отношении полностью разделяю мнение Ипполита. Постойте! Зачем вы пошли в баню? У вас что, дома ванны нету? Вам этого не понять. Мне этого не понять, но, пожалуйста, просветите меня. Зачем подвергать себя тепловому удару и прочим мучениям? Почему просто не полежать дома в ванне, не сходить на массаж или не поваляться на диванчике, таращись в YouTube? Пишите в комментариях. А на сегодня я с вами прощаюсь. Хороших вам праздников. На следующей неделе нового выпуска не будет. Мне тоже нужно иногда отдыхать. Встретимся в середине месяца. Всего вам доброго. Не забудьте поставить лайк и с легким паром.